Если мы обратим вот это внимание на мировую прессу, особенности на еврейскую прессу, которая, как можно понять, очень проявляет достаточно повышенное внимание к проблеме антисемитизма, постоянно мы ощущаем тревогу по поводу роста и вспышки, даже можно сказать, антисемитизма, прежде всего в Западной Европе. Действительно, последние годы, 4-5 лет, и особенно последние 2 года, положение во многих странах вызывает серьезную тревогу у еврейского народа, у еврейской общины этих стран. Это прежде всего такие страны, как Франция, Бельгия, скандинавские страны, Испания, Австрия, Нидерланды в последнее время. То есть страны ЕС, как бы старые страны ЕС. В последнее время мы наблюдаем резкий всплеск антисемитизма в так называемых новых странах ЕС, то есть в странах бывшего социалистического лагеря. В Венгрии, где, значит, антисемитская откровенная партия под не очень удобоваримым для русского уха словом «ёбик» стала членом парламента. Было сделано заявление Всемирного еврейского конгресса, упрекавшее венгерского премьер-министра в недостаточно энергичном противодействии ксенофобии и специфически антисемитизму. Мы видим также определенный рост антисемитизма в других западных странах, в частности в Соединенных Штатах, Латинской Америки. Объясняется это многими разными причинами. В России антисемитизм жив, несомненно. Он никуда не делся, и следует полагать, что будет, к сожалению, жив еще достаточно долгое время. Он проявляет себя во множестве разных обликов, достаточно опасных, но в целом привычных нам, то есть в тех обликах, которые за последние 15-20 лет устоялись и в Российской Федерации известны многим. Вместе с тем, поразительным образом, Россия, как, впрочем, и другие страны бывшего Советского Союза, в отличие от стран бывшего соцлагеря, представляет себе по сравнению с Европой, западными странами, не говоря о странах арабского от Востока, безусловно, других мусульманских, представляет себе определенный остров спокойствия. То есть можно сказать, что если на Западе, в Европе, то, что я сказал, антисемитизм идет по возрастающей, то в России, в меньшей степени на Украине, наоборот, наблюдается определенное снижение интенсивности этого зла. Во Франции в 2012 году было зафиксировано 170 случаев насилия, вандализма против евреев и еврейской совести. В Великобритании 69 насильственных нападений на почве антисемитизма, 53 случая ущерба и осквернения. В России за 2 года 5 нападений. И 38 случаев от вандализма на антисемитской почве. Это своеобразное явление, безусловно, требует определенной интерпретации. Есть целый ряд обстоятельств, которые лежат на поверхности. Меньшая заметность евреев, уменьшение численности евреев в результате массовой эмиграции 90-х годов, которая продолжалась все 90-е годы и в начале прошлого десятилетия еще так. Как бы то, что отмечают разные аналитики, это как бы перенос ксенофобных настроений с сильно уменьшившихся в численности и маловыделяемых из толпы евреев на гастарбайтеров, проблему, которая захватила практически весь западный мир, включая и также Россию, бывший Советский Союз в последние годы. Очевидно, имеется и целый ряд других обстоятельств, которые обусловили, в общем-то, падение антисемитизма и падение антисемитских настроений в России. В числе них следует отметить, в общем-то, несомненно, усилия власти по сдерживанию
антисемитских проявлений, вытеснение наиболее вот одиозных антисемитских проявлений и акций за пределы допустимого и терпимого публичного политического поведения. Давайте вспомним. 6 лет тому назад в Думе принимались или раздавались призывы к тому, чтобы принять откровенно антисемитские документы, знаменитое письмо 500, потом превратившееся в 5000, открытое вот от выступления думских депутатов, Макашова, прочих, Савельева, целого ряда других. Последние годы это явление исчезло. Власть, пусть не так, как следовало бы в полной мере, но тем не менее стала принимать антиксенофобные меры, которые, в общем-то, дали определенный результат. Мы знаем, что общество, особенно российское общество, прислушивается к власти. Очевидно, за этим парадоксальным, на первый взгляд, вот явлением, падением уровня антисемитизма в Российской Федерации, лежат, может быть, и какие-то более глубокие причины трансформации российского общества, и не только российского, но и западного также. Отмечу здесь, в частности, такой существенный фактор, как, в общем-то, нормализация и дальше улучшение российско-израильских отношений. То, что касается государственных органов, мы наблюдаем действительно серьезные перемены к лучшему, то есть буквально в таком формате, что сами силовые структуры обращаются в Федерацию еврейских общин, в которой существует специальный департамент по работе с вооруженными силами, МЧС и силовыми структурами, которые непосредственно занимаются мониторингом экстремизма и антисемитских настроений. И сами силовые органы обращаются в еврейскую общину за информацией, за подтверждением наличия каких-то антисемитских высказываний определенных людей с тем, чтобы привлечь их, собственно, к уголовной ответственности. На моем веку такое уже случалось и неоднократно, и необходимо признать, что это, конечно, отрадно, и этот фактор положительный. Но на бытовом уровне, конечно, ситуация абсолютно противоположная. И если мы зайдем там действительно в социальные сети, то увидим там огромное количество групп, посвященных отрицанию Холокоста, пропаганде экстремизма и прочее. Ну, буквально после моего выступления на пресс-конференции в РИА Новостях, когда я говорил о позиции еврейских общин относительно 282 статьи Уголовного кодекса, интернет просто взорвался волной антисемитских настроений, что было отмечено не только мной, но и Ильей Альтманом, который проводил буквально несколько дней назад вечер, посвященный памяти 50 тысяч болгарских евреев. Болгария, как известно, в годы войны не выдала своих еврейских граждан, за что главный раввин поблагодарил недавно болгарский народ. И Илья Александрович отметил то, что не только я, который занимался непосредственно мониторингом, но и другие представители еврейской организации отметили, что интернет просто буквально был взорван. Хотя, в принципе, ничего нового сказано не было, это традиционная позиция еврейской общины. И я высказался единственное за то, чтобы не привлекать экстремистов и воинствующих, людей, проповедующих воинствующую
такую фашистскую идеологию к уголовному наказанию, а заменить это уголовное наказание на денежное, чтобы не делать из них героев. Но даже в таком контексте это вызвало просто волну, да, волну возмущения, начиная от совершенно как бы неизвестных каких-то законспирированных блогеров до весьма все таких значимых имен, которые на слуху. Не знаю, имею ли я пока что право оглашать некую информацию, но пока что скажу общие слова, что недавно было по поводу все-таки работы с интернет-изданиями, с интернет-СМИ и с блогосферой. Недавно в адрес одной, условно, социальной сети от Федерации еврейских общин было направлено письмо с претензией к администрации этой социальной сети с тем, что на уровне как сказать, оператора техподдержки совершенно без тени смущения оператором техподдержки была высказана, значит, позиция от имени всей администрации, я так понимаю, социальной сети, что, в общем-то, жиды – это понятие растяжимое, и если вам не нравятся группы, где высказываются антисемитские лозунги, можете их не посещать. Вот. И пока что в течение, было направлено письмо, пока что мы никакого ответа не получили, но если в течение ближайшего времени этого ответа не будет, то мы сохраняем за собой право, значит, передачи всех этих материалов в СМИ и в соответствующие как бы органы. Но будем следить за ситуацией, надеюсь, она разрешится, и все-таки руководство социальной сети примет на себя какие-то действия, обозначающие их позицию по отношению к такому, собственно, ответу оператора техподдержки.